Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору масштабных моделей американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. В сегодняшнем видео я хочу вам показать модель White Road Boss, которая копирует прототип, скорее всего, 1977 года. Дату я выбрал не случайно, дело в том, что именно этого года грузовик представлен в 43-м масштабе производителем NeoScale Models. И я осмелился предположить, что в 64-м масштабе модель не будет отличаться по дате выпуска. И у меня в коллекции довольно много грузовичков в 64-м масштабе, пока что от одного бренда, это NeoScale Models, но я планирую расширить свою коллекцию грузовиками компании DCP. Правда, есть небольшие сложности с доставкой, так как эти модели продаются на территории Соединенных Штатов, и также очень высокая растаможка. И конечная стоимость на модель может достигать $300–350 за единицу. И за такую сумму я пока что не решаюсь приобрести миниатюрный грузовичок в свою коллекцию. Хотя сейчас все дорожает. Если посмотреть на продукцию Deep Models, то грузовики стоили 100–120 евро, сейчас они перешагнули за 200 евро и выше. И, возможно, в будущем модели будут стоить еще дороже. И вы в комментариях тоже можете написать свои наблюдения по ценообразованию на масштабные копии. Ощутили ли вы прибавку в цене или цены остались на прежнем уровне в вашей стране, где вы приобретаете масштабные копии? И у меня в коллекции также есть White Road Boss эвакуатор, тоже в 64-м масштабе. Мы эту модель рассмотрим чуть позже в другом видеоролике. И по традиции я вам приготовил грузовик в 43-м масштабе и один грузовичок в 64-м масштабе. Мы посмотрим на уровень детализации других моделей и сравним их с этим грузовиком. И здесь модель поставляется в довольно симпатичном дисплей-кейсе. Традиционная картонная коробка голубого цвета. На нижней стороне указан прототип White Road Boss, цвет голубой с белым. Также есть артикул, по которому можно найти модель в интернете. Указан масштаб 1 к 64 и написано, что модель сделана из полимера и металла. И у этого грузовика комбинированная технология. Рама здесь металлическая, она не такая хрупкая, как из полимера, а кабина сделана традиционным для Neo способом. Давайте распакуем дисплей-кейс и посмотрим на грузовичок поближе. Очень хороший уровень проработки. Также прекрасная покраска, нету пятнышек клея на лакокрасочном покрытии. Наличие хрома, и также здесь некоторые детали покрашены серебристой краской. По сравнению с моделью в 43-м масштабе, у этого грузовика удлиненная рама. Я считаю, она более правильная, потому что у модели в 43-м масштабе седло очень близко расположено к спальному отсеку и сложно закрепить обычный полуприцеп. Нужно или изменять шток на полуприцепе, чтобы он хорошо встал на сидельный тягач в 43-м масштабе, или как-то удлинять раму на модели в 43-м масштабе, но пока что я не решился на доработку своей масштабной копии. Интерьер здесь черного цвета. Его сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Возможно, вы что-то на камеру и увидите. Отдельные дверные ручки, отдельные поручни, отдельные зеркала заднего вида. На крыше присутствуют габаритные огни и клаксоны. Очень ажурно изготовлены стеклоочистители, они сделаны из фототравления. Также у этого грузовика мне нравится, как сделана облицовка радиатора. Она выглядит более ажурно и утонченно, чем на модели в 43-м масштабе, из-за того, что здесь решеточки тоже сделаны из фототравления. Осветительная техника традиционная для NeoScale Models, мутноватые фары, но тем не менее издалека они смотрятся тоже вполне реалистично. Поворотники здесь сделаны вот такими нарисованными элементами. Можно было сделать их и из прозрачных деталей. Здесь решили сэкономить. И у этого грузовика вполне хорошие колесные диски. Покрышки точно такие же, как на других моделях в этом масштабе. Точно такой же протектор. Видимо, не стали заморачиваться и резину сделали одну для всех грузовиков. Коих насчитывается порядка 40 единиц. Это те модели, которые пошли в серийное производство. И также есть 10 моделей, которые не пошли в серийное производство. Они есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я на них сделаю в будущем отдельные видеоролики. Задние фонари здесь из прозрачных элементов. Присутствуют брызговички.
рабочее седло. Седло окрашено в цвет рамы грузовика. И здесь довольно нарядная схема окраски. Синий низ и белый верх. И давайте покажу вам грузовик в 43 масштабе, и мы посмотрим, чем он отличается от этой миниатюрной копии. Вот так он выглядит. Как вы можете видеть, у него короче рама, точно такой же спальный отсек, точно такая же кабина и точно такой же вытянутый капот. Здесь иная схема окраски. И у Neo в 43 масштабе предлагалось два White Road Boss в виде сидельного тягача и один эвакуатор. И все модели есть в моей коллекции. Второй грузовик окрашен в красно-белый цвет, если мне не изменяет память, и у него нету спального отсека. И это была самая первая модель, которая вышла у Neo в 43 масштабе. Затем пошел Diamond Rail красного цвета, и потом уже начали выпускать грузовики в других окрасках. Но в конечном итоге производство почему-то свернули и перешли на 64 масштаб, но опять же сейчас в 64 масштабе Neo не предлагает каких-либо новинок. В 43 масштабе тоже довольно хорошая детализация, но на мой взгляд в 64 масштабе она даже и немножко лучше. И давайте для сравнения покажу вам еще одну модель в 64 масштабе. Это Diamond Rail Rider. Как раз вы можете посмотреть, что у одного грузовика сделано что-то лучше, у другого другие элементы сделаны более ажурно. И почему-то у White Road Boss не хватает регистрационных номерных знаков. У модели Diamond они присутствуют. Осветительная техника у Diamond получше. Колесные диски здесь отличаются. У Diamond глянцевая рама, у White Road Boss она более матовая, не так блестит. Как видите, White Road Boss немножко длиннее. Кабины очень похожи, возможно, они одинаковые, но отличается оформление передней части. И у White Road Boss более вытянутый капот. И у этих моделей разные рамы. Можно подумать, что здесь просто удлиненная точно такая же рама, но на самом деле они отличаются. И многие узлы стоят здесь в разных местах. И могу вам показать для сравнения еще одну модель от XO Models. Это GMC General. Конечно, у меня нету модели White в 43 масштабе от XO. Они пока что не выпустили каких-то аналогов. Но можно посмотреть на такой капотный сидельный тягач. Как у него уровень детализации. У XO за свою цену тоже отличные грузовики. Они продаются за 20-30 евро, в зависимости от магазина, где вы их будете приобретать. И за эту цену американский трак в 43 масштабе вы попросту у другого производителя не найдете. У Neo модели сейчас стоят намного дороже. Они сняты с производства. Я видел в продаже американский трак от Neo продавали за 150 евро. Его купили, кстати. А модели в 64 масштабе, опять же, намного мельче. Если вы собираете только 43 масштаб, то, конечно, у вас выбор не такой большой. Еще есть модели в 18 масштабе, в 24, правда их не так много. И у меня в коллекции есть некоторые грузовики в 55 масштабе. Я тоже вам их демонстрировал на своем канале. Можно еще раз посмотреть на White Road Boss. Здесь получается бампер и облицовка сделана полностью в хроме, а выхлопная система и другие элементы, как короб воздушного фильтра, сделаны в серебристом цвете. Сложно сказать, почему так сделали, но на модели, если бы было слишком обилие хрома, я считаю, она смотрелась бы больше игрушечно. А так она выглядит вполне реалистично.
И здесь тоже не совсем серебристый цвет, он больше похож на хром-эффект. Тоже смотря с какого ракурса смотреть. Вот такой вполне хороший грузовик, который я хотел вам продемонстрировать в сегодняшнем видеоролике. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о продукции на 64 масштабе. Хотите ли вы обзоры на другие грузовички, которые есть в моей коллекции? Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.